Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем шить брючный костюм для кукол. Начну с брюк. Выкраиваю детали, добавляя несколько миллиметров на швы. Я взяла костюмный полиэстер с выраженным переплетением. Пока что будет выкройка только для Барби. Долго я мучилась с монстряшкой, но ни одна из выкроек мне на ней не нравилась. Беру переднюю деталь штанины. Выточки на ткани не вырезают, а просто зашивают их по линиям. Так как ткань у меня довольно рыхлая, узелок на конце нити я не завязываю. Делаю маленький стежок. И увожу иголку на лицевую сторону, оставляя петельку. Пару раз продеваю хвостик в петлю и аккуратно затягиваю нить. Лишний хвостик обрезаю. Прошиваю выточку. А также подгибаю и прошиваю срез кармана. Теперь беру карман и пришиваю или приклеиваю его по краю вот таким образом. Затем переднюю деталь пояса пришиваю на верхний край штанины. Расправляю швы и делаю отстрочку. На задней части штанины также зашиваю выточку и пришиваю заднюю деталь пояса. И также делаю отстрочку швов. После этого сшиваю переднюю и заднюю детали штанины по прямой стороне. Подгибаю и прошиваю нижний край. Все то же самое делаю и для другой штанины. Затем сшиваю обе детали по среднему шву спереди. После этого подгибаю и прошиваю верхний край пояса. На пояс рядом с выточками я пришью шлевки. Беру обрезок ткани, а чтобы ткань не распускалась, я промажу ее с изнанки своим любимым универсальным полимерным клеем. Не забывайте, что полезные поясняющие ссылки я всегда оставляю в описании под видео. После полного высыхания клея нарезаю 4 полоски шириной примерно 3 мм. Пришиваю их на выбранные места. Складываю брюки
и прошиваю по шаговому шву. Теперь пришью застежку сзади. В этот раз я возьму вот такую потайную молнию. Обрезаю ее до нужной длины и вшиваю в серединный шов сзади. А чтобы сделать стрелки на брюках, складываю штанину поперек и проглаживаю ткань. Теперь сошью пиджак. Сперва подготовлю рукава. Беру детали и делаю надсечки на припусках в отмеченных местах. Подгибаю и подшиваю этот нижний кусочек. Затем сшиваю детали по одному краю. Подгибаю и прошиваю нижний край рукава. Теперь беру деталь спинки и также обрабатываю разрез. Сшиваю две половинки спинки между собой до начала разреза. После этого к спинке пришиваю боковую деталь полочки, а к ней пришиваю и саму полочку. И затем пришиваю подборд. Меня часто спрашивают, что такое подборд и для чего он нужен. Это небольшая изнаночная деталь, которая как бы дублирует передний край полочки, то есть борт. С его помощью обрабатывают край застежки, чтобы при отвороте лацкана край был красивым и аккуратным и не было видно изнанки. Загибаю подборд так, чтобы лицевая часть немного выступала. Это скроет крайний шов. И проглаживаю утюгом. Делаю все то же самое и с деталями другой стороны, а затем сшиваю их между собой. Подгибаю и прошиваю нижний край пиджака. Сшиваю детали полочек и спинки по плечевым скосам. Теперь буду вшивать рукава. Можно вшивать рукав сразу, а можно сначала сшить сам рукав, а уже потом вшивать его в пройму. Делайте так, как удобно вам. Разрез на рукаве должен быть сзади. Теперь беру воротник и сшиваю его детали между собой по верхнему краю. Пришиваю воротник к горловине, но только за заднюю часть. Передние углы вшиваю между полочкой и подбортом. Выворачиваю и отутюживаю. Чтобы детали плотнее прилегали друг к другу и не оттопыривались,
Декоративной строчкой я пришью подборд к полочке. А также прошью воротник. И в конце, на нижнюю часть полочки, я пришью декоративные клапаны карманов. Также можно добавить и пуговки. И вот такой брючный костюм для Барби у меня получился. А свои работы по моим мастер-классам выкладывайте в Instagram с хэштегом HyoDollCraft. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!